Сегодня по вашим просьбам будет видео об аренде квартиры в Кракове, Москве и Уфе. Посмотрим цены, поделимся впечатлениями, а в конце выложим сводную табличку и сравнение со средними зарплатами для каждого города. Предыдущее видео о стоимости продуктов получилось хоть и информативным, но довольно тяжелым для восприятия. В этом мы попробуем избежать подобного. Для сравнения мы возьмем однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Цены будем брать из открытых источников и личного опыта. Надеемся, все понимают, что рынок аренды очень динамичный, и лучше анализировать его индивидуально, исходя из своих предпочтений, потребностей и возможностей. Стоимость аренды жилья очень сильно зависит от его состояния, местоположения и ситуации на рынке в данный момент. Еще при расчете цен мы не учитывали расходы по счетчикам, электричество, воду. В этом видео мы попробуем получить общее видение ситуации. В Уфе у нас было свое жилье, но если бы пришлось снимать, то мы бы в первую очередь ориентировались на удобство района и транспортную доступность. Мы долго жили в центральной части, затем перебрались в южную, недалеко от исторического центра города. В Уфе нет метро, а трамвайные линии города разделены на две части, поэтому большую роль играет расстояние до основных транспортных артерий, улиц, по которым проходит большинство номеров маршрутных такси и общественного транспорта. Остановка от нашего дома была недалеко, и до центра удобных маршрутов было много. Не всегда удобно можно добраться до всех частей города, но это особенности местного транспорта. Если пользоваться личным транспортом, то рядом был проспект Салавата Юлаева, магистраль непрерывного движения, то есть улица без светофоров, выехав на которую можно было добраться до нужного места. Нам нравилось жить в этом районе Уфы, потому что в пешей доступности было много парков, мест для прогулки по городу, достопримечательностей. Еще удобно было добираться до Меги, торгового центра, где есть Икея, Ашан, Декатлон и много других магазинов. В среднем по Уфе у нас получилось. В Москве мы вместе с друзьями искали квартиру в западной части города, потому что снимали на две семьи, и у друга уже была работа в этой части города. Насколько я знаю, этот район Москвы считается хорошим. Вообще, поездив по Москве, могу с уверенностью сказать, что западная часть города нам понравилась больше, чем остальные. До метро «Молодежная», это станция на Синей Ветке, от нашей квартиры было 20 минут пешком или 5 минут на автобусе. Это самый основной пункт, потому что если метро рядом, то без труда можно добраться до разных частей города. Сам район тоже был спокойный, зеленый, правда, до всех больших парков и достопримечательностей надо было ехать. В среднем по Москве у нас получилось. Если говорить о Польше, то цена на аренду жилья в крупных городах выглядит следующим образом. Мы живем в Кракове и в первую очередь ориентировались на близость квартиры к работе и расстоянию до трамвайных и автобусных маршрутов. По прошествии 2 с лишним лет с уверенностью можем сказать, что нам больше всего нравится южная часть города. До центра города из нашего района можно без проблем добраться на общественном транспорте. Нам нравится, что здесь уютно, зелено, новые дома, есть места для прогулок и вся необходимая инфраструктура. В среднем по Кракову у нас получилось. Также нам удалось найти динамику цен на аренду за 2020 год для Кракова и остальных крупных городов, включая столицу Варшаву. Ну и в завершении соберем то, что у нас получилось в одной таблице. И посмотрим для наглядности на диаграммах. И давайте еще сравним результаты со средней зарплатой для города. Ее мы возьмем из нашего видео о ценах на продукты. Вот такие у нас получились результаты.
Выводы каждый для себя может сделать сам, а поделиться ими и своим мнением можно в комментариях. Спасибо всем, кто помогал нам в создании этого видео, консультировал по ценам и подал идею. На подготовку подобных материалов уходит много времени и сил, так что не пожалейте поставить лайк и напишите комментарий для продвижения видео. Нам будет приятно. До встречи!